Гора Кайлас, одинокая и неприступная, веками остается загадкой, окутанной мифами, легендами и духовными учениями. Высокие и суровые вершины этой священной горы привлекают лишь редких, смелых исследователей, готовых бросить вызов ее неумолимым условиям. Местные жители, которые населяют окружающие земли, столетиями верили, что на Кайлаше скрыто нечто, выходящее за пределы человеческого понимания. Возможно, это было связано с их многовековыми верованиями о том, что гора является местом обитания богов, священной осью мира и клеткой, в которой заключены сокровенные тайны мироздания. Некоторые из них даже считали, что Кайлас является перевернутым мирозданием, где, разумеется, соединены небеса и земля. Эта гора, высота которой превышает 6638 метров, имеет большое значение для буддистов, индуистов и джайнистов. Для многих паломников она представляет собой конечную цель их духовного пути и поиска просветления, и каждый год тысячи людей проходят круг вокруг ее основания, вовлекаясь в ритуалы, полные значений и символики. В 2018 году группа ученых из Международного института экологии, состоящая из энтузиастов и опытных исследователей, отправилась на Кайлас с важной миссией. Их цель состояла в установке камер и датчиков для изучения уникальной местной флоры и фауны, которые адаптировались к экстремальным условиям высокогорья. Счастливые и взволнованные, они мечтали запечатлеть редкие виды животных, такие как снежные барсы или редкие горные козлы, а также увидеть множество хищных птиц, орлов, ястребов и горных грифов. Камеры были установлены на разных высотах, начиная с подножия и заканчивая самой вершиной, что позволяло максимально охватить всю природную красоту и разнообразие этого величественного региона. Первые недели наблюдений не приносили ничего особенного. Исследователи документировали простые, но великолепные моменты. Снежные барсы, величаво пробирающиеся по скалам, грациозные горные козлы, ухитряющиеся переваливать через обрывы, и хищные птицы, планирующие на высоте. Они даже фиксировали взрывные сходы лавин, являющиеся традиционным зрелищем в этом регионе, где надвигающиеся снеговые массы стремительно накрывали все на своем пути. Однако в одну из обычных утренних сессий, когда один из исследователей, Алекс, щелкал по файловым записям на своем ноутбуке, он заметил нечто странное. На одном из снимков, среди завывающего снегопада и жестокого ветра, на фоне высоких ровных скал появилась темная фигура. Эта таинственная тень стояла неподвижно, словно наблюдая за камерой и ожидая какой-то микромоменты, и ее спокойствие контрастировало с бушующим миром вокруг. Наряд был необычным. Щеголеватый длинный плащ с капюшоном, который скрывал ее лицо, не давал понять, кто или что это могло быть. Ученые, почувствовав прилив волнения и адреналина, немедленно собрались вместе и отправились на место, где была зафиксирована загадочная фигура. Несмотря на тщательные поиски и усилия, они не смогли обнаружить никаких следов или признаков чьего-либо присутствия. Все, что удалось найти — крепкие камни и метели, которые пришли на смену яркому дню. Их попытки найти родственные предметы или хотя бы следы от обуви оказались тщетными. Камеры продолжали снимать, но таинственная фигура больше не появлялась, оставляя за собой только вопросы и догадки.
Научный сеанс продолжался, но к этому моменту их исследования вызывали больше вопросов, чем ответов. Прошло несколько дней, и однажды ночью один из исследователей, именуемый Алексом, проснулся от странного звука, который, казалось, тихо звал его по имени. Он слегка покачал голову, пытаясь размять свои уставшие мышцы, и выглянул из палатки. Словно в страшном сне, он замер на месте. На склоне, освещенном лунным светом, стоял тот самый силуэт. Фигура не двигалась. Ее присутствие наполняло воздух чем-то мистическим. Вглядевшись в нее, Алекс почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Долгие секунды наполнения мистикой казались вечностью, но он принял решение. Преодолев страх, он сделал шаг вперед. В этот момент фигура подняла руку и, медленно указав на небо, исчезла в тумане, столь же стремительно, как и появилась. Это произошло так внезапно, что Алекс даже не успел задать вопросы. На следующее утро исследовательская группа решила просмотреть видеозапись, сделанную камерой за ту ночь. На пленке не было видно ни фигуры, ни следов ее присутствия, что только еще больше запутало их. Однако на последнем кадре они увидели нечто еще более странное. Звезды на небе выглядели иначе. Они образовывали неизвестный узор, напоминающий древний символ, который словно имел скрытые значения, забытые веками. Их симметричные и загадочные конфигурации напоминали о священных знаках, связывающих мир людей с миром духов. Исследователи пытались расшифровать значение этого знака, но безуспешно. Им испытывающе не хватало знаний древних письмен, которые могли бы растолковать загадочный символ. Они провели множество часов, погружаясь в священные тексты и истории, однако ничего не смогли найти, что могло бы указать на истинный смысл загадки. Через несколько дней группа решила покинуть гору, однако тайна, оставшаяся без ответа, продолжала терзать их умы. Но один из ученых, Алекс, не смог забыть тот момент, который он явно ощутил на склоне Кайлоса. Он вернулся домой, решив, что его исследование на этом не остановится, и что, возможно, в этом конфликте между человечеством и природой скрыта какая-то большая истина. В поисках ответов Алекс начал скрупулезно изучать древние легенды и мифы, связанные с этой величественной вершиной. Он погрузился в священные тексты, где находил различные упоминания о Кайлос, в том числе записки о паломниках и их встречах с божественными сущностями. После долгих лет поисков, наконец, он нашел древние записи монахов, которые говорили о существе, известном как Хранитель Небес. Это загадочное существо упоминалось лишь в самых старых манускриптах, описывающих Кайлос как священное место, в котором Хранитель обитает и оберегает тайны, известные только избранным. Легенда гласила, что этот Хранитель может явиться лишь тем, кто готов увидеть истину. Истину, способную изменить представление о самой природе Вселенной и всех живых существ. Изучая древние манускрипты, Алекс обнаружил, что многие из этих священных записей предостерегали о том, что пытаться постигнуть Хранителя Небес можно лишь тогда, когда душа наполнена чистотой и истинной преданностью. Происшествие на Кайлаше навсегда осталось загадкой для всего мира, но те, кто видел фигуру, знали, что необъяснимое ближе, чем кажется, и оно ожидает тех, кто осмелится шагнуть за грань привычного восприятия
и заглянуть в сердце загадки. Алекс наконец понял, что его исследование вывело его за пределы физического мира в поисках глубинной истины о взаимодействии между человеком и природой. Он осознал, что его опыт в Кайлаше символизирует не только стремление к научным открытиям, но и действительно глубокое желание понять место человека во Вселенной. Исследователи начали осознавать, что их исследования не завершились, и новая волна интереса к горе Кайлас лишь начиналась. Каждый из них, в том числе и Алекс, стал носителем потока новой информации, изменяющего взгляд на известные истину о природе и духовных сущностях. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на канал, где вы найдете еще множество интересных историй и загадок, которые поразят ваше воображение и откроют новые горизонты для исследования и понимания великой тайны нашего мира. Мы приглашаем вас следовать за нами в этом увлекательном путешествии по реальному и мистическому, и надеемся, что каждая рассказанная история найдет отклик в вашем сердце.